Всем добрый день еще раз, дорогие друзья. Сегодня у меня днем есть время, поэтому я днем показываю вам определенные ритуалы и дарю. Этот ритуал для практиков. Я уже говорила, что с рунами нужно быть очень осторожно, поскольку это не просто знаки, это знаки, которые судьбоносные, это знаки, данные силами вечности, и они очень сильны. Поэтому те, которые балуются рунами, ставами, должны знать, что за это может быть очень страшная расплата. В данный момент я показываю ритуал с моей любимой руной Иса и показываю этот ритуал для практиков. Друзья мои, ритуал, который я сейчас вам покажу, поможет посадить в клетку отчаяния, безысходности и, значит, страшных обстоятельств вашего недруга. В данный момент я уже начертила на одной части фотографии. Теперь буду делать на другой части. Посадить человека в клетку и закрыть руной Иса, поскольку Иса – это застой, вы знаете, да, это заторможенность и прочее. Руны работают лучше, когда они отдельны друг от друга. Как бы это ни звучало странно, ставы так сильно не работают, как руны отдельно. Почему? Потому что руны свободолюбивые, они любят отдельно работать. Поэтому, если вы хотите более сильного результата, призывайте отдельные руны. В данный момент затормаживаем и закрываем, значит, закрываем в тюремную клетку отчаяния, безысходности, закрытого пространства, закрытых планов и дорог человека, если его так можно назвать, конечно, этого человека, ее, его, неважно, нечто. Итак, давайте сейчас камеру пристрою получше, чтобы было видно, что я делаю. В данный момент я взяла из северных богов Локи, потому что он бог хитрости, коварства, запутанных ситуаций и прочее. Итак, вам нужен будет карандаш, то есть природный материал, фотографии человека, начертить с одной стороны и с другой стороны, как бы посадить его в клетку. Работает настолько молниеносно, что вы сами удивитесь. Итак, я, Инга, почитающая силы и богов, сейчас взываю к богам Севера. О суровые северные боги, я прошу вашей помощи. Именем богов Севера, с их помощью я дарю силу заклинанию и оживляю руну Иса. Оживись, о руна Иса, и служи мне и моей цели. Заморозь жизнь моего врага. Создай застой в делах его. Заморозь, останови все благо в жизни моего врага. Заточи в клетку безысходности, отчаяния и застоя. О боги Севера, призываю вас на помощь. С благословения богов Севера, с разрешения великого Одина я даю силу заклинанию и оживляю руну Иса и прошу ее помочь мне. Начинаем. Первые чертим. Показываю. Иса, заморозь, затормози все благое в жизни моего врага. Иса, заморозь и закрой все дела и дороги в жизни моего врага. Иса, заточи в клетку отчаяния, омертвелой энергии, жизнь и душу моего врага. Иса, закрой в клетку отчаяния безысходности, посади его в тюремную клетку закрытых дорог, замороженного сознания, заторможенных дел и застойной жизни. Еще раз создаем клетку. Видите? Вот так. Иса, заморозь, затормози все благое в жизни моего врага.
Иса, заморозь и закрой все дела и дороги моего врага. Иса, заточи в клетку отчаяния, омертвелой энергии жизнь и душу моего врага. Иса, закрой его в клетку отчаяния безысходности, посади моего врага в тюремную клетку закрытых дорог, замороженного сознания, заторможенных дел и застойной жизни. Именем северных богов исполни сказанное. Да будет так. Заклинаю. Точно так же делайте с той стороны фотографии. Точно так же чертите, говорите заклинание. Потом относите пиво и оставляйте возле дерева. Откупайтесь за рунную магию. Удачи вам. А тем, кому вы сделаете, наверное, удача уже не улыбнется очень долго. Потому что затормаживать руна Иса может очень даже. Но в умелых руках тем более. Всего хорошего.